Друзья, всем привет! Общаемся на тему трейдинга. Поделюсь своим опытом и заметил парадокс интересный, что люди, которые новички, которые приходят в рынок, в первую очередь хотят стать трейдерами, спекулянтами. Оно и понятно почему, потому что хочется быстрых результатов, но, как показывает практика, инвестиции– это не то место, где ты получаешь быстрые результаты. Вернее, ты результаты быстрые получаешь, но они, как правило, неудовлетворительные, то есть негативные, носят негативный характер для тебя. И далее уже люди, трейдеры, которые там на протяжении года, 2-3 лет их не съел рынок, они в большинстве случаев становятся инвесторами, потому что психологически это намного легче, проще. Ну, не сказал бы, что прям проще, тяжело перестроиться с трейдера на инвестора, но когда ты понимаешь вайб инвестиций, то в таком случае тебе легко, просто нету такой психологической нагрузки. Ну да ладно, собственно, пообщаемся сейчас в теме этого видео относительно трейдинга. Я расскажу свой конкретный опыт. Вот я, друзья, выписал пошаговый наш план действий, с вами обсудим от и до. Я расскажу конкретно о своем опыте, о свои умозаключения, о психологии, как это все работает. Ну и давайте начнем с самого первого. Скажу сразу, я потерял очень много в трейдинге. Я потерял очень много в трейдинге и приобрел, получается, очень много опыта. Соответственно, получился сегодняшний я в итоге вот тот, который сидит перед вами и делится своим опытом. Может быть, это поможет тебе. Если ты уже пришел с трейдинга на это видео, и, может, ты уже являешься инвестором, тебе будет все очень-очень понятно. Но все равно полезно это посмотреть для того, чтобы, знаешь, провести некий самоанализ. Если ты в трейдинге, то к тебе будет в целом много чего откликаться. Если ты на начальном самом этапе, то, вообще класс, я тебя поздравляю. Если бы мне это видео попалось в начале, то, возможно, я бы некоторые ошибки не допустил бы в своей жизни. Может, если бы не допустил бы, не получил бы того опыта. Ладно, это уже другая тема. Давайте по этапам идти. Первый этап – это незнание теханализа и непонимание рынка у новичков. Друзья, все в целом на дистанции плюс-минус становится понятно, когда ты это прожил. То есть, что мы имеем? Мы имеем первое, мы имеем циклы, да, то есть у нас есть рост, есть медвежка, есть потом снова рост и тому подобное. Когда ты понимаешь, что есть бычий цикл, потом есть падение с бычьего цикла на медвежий цикл, потом медвежий цикл, это там длинный, последний, кстати, порядка 490 дней длился. Друзья, 1,5 года, больше 1,5 года, да? Вот, следующий этап после медвежьего цикла – это бычий цикл, то есть такой день сурка, зацикленный сон, да, когда ты понимаешь на дистанции, что делать, когда, да, что вначале вот есть там, ты приходишь на рынок, да, и в большинстве случаев приходят на рынок именно в разгар бычьего цикла, когда трубят отовсюду, все говорят, там, биткоин перебил хаи, S&P 500 перебила свои хаи, все, ты приходишь на рынок, потому что ты видишь, что оно все растет. И так, мы так психологически устроены, это чистая психология, что мы очень легко инвестируем в растущие активы, и мы продаем всегда в большинстве случаев, когда актив падает. Собственно, вот поэтому бычьи циклы и медвежьи циклы и работают, да, ты пришел на бычьем цикле, потом вот непосредственно падение до медвежьего цикла, да, где ты до дна, где ты обязательно где-то вот тут ты распродаешься, где-то ты распродашься, а на медвежьем цикле тебя уже не будет в рынке, не тебя, давай так. Человек, который пришел на бычий цикл, он в итоге не досидит до медвежьего цикла, потому что он банально не понимает, как это все работает. И в первую очередь человек, который приходит в трейдинг, становится спекулянтом, это человек, который приходит за быстрыми результатами. Друзья, быстрые результаты – это дверь, вот, которая нарисована вот здесь, вот такая дверь, тут написано «легкие деньги», да, и тут рядом еще даже не ручка, а прям кнопка «бабло», сразу ты нажимаешь, да, и открываешь эту дверь, и получаешь ты большие проблемы. Это так в жизни всегда. Там, где легкие пути, кто ищет легкие пути, тот находит большие проблемы. И давай к трейдингу, да. Люди приходят в рынок, и они, как правило, имеют маленькие бюджеты, маленькие капиталы, которые хотят быстро разогнать. Изо всех щелей, отовсюду, постоянно в рекомендациях начинает у них попадаться какая-то
какой-то человек, который говорит о быстрых результатах. И он вместо того, чтобы пойти разбираться в ситуациях, он первым делом начинает верить человеку какому-то из интернета и начинает за ним следовать и потом терять. Но вернемся к нашему первому пункту. Технический анализ и понимание рынка. То есть тут даже, смотри, технический анализ даже не нужно полностью изучать от и до, просто примерно хотя бы нужно понимать. Вот взять хотя бы там какую-то книжечку, почитать, открыть, даже специально не буду тебе рекомендовать, чтобы ты просто вот открыл интернет, пошел, поискал, посмотрел, какая книжка конкретно будет тебе подходить, что за автор, и просто немножко посмотреть, почитать, просто полистать. Даже не надо всю ее листать. Ты опять-таки ты что-то оттуда вытащишь для себя, умного, правильного, хорошего. Даже пару строчек прочитав, ты поймешь, как это плюс-минус все работает. Но даже если ты этого не сделаешь, то просто если у тебя будет понимание того, что я тебе сейчас конкретно объясню, это тебя уже спасет. Как работает рынок? Рынок, он не стоит, он никогда не стоит на месте, он постоянно находится в движении. То есть он, даже если он идет в боковике, он все равно идет в движение, рост, падение, рост, падение. Здесь покупки, тут продажи, ну, в целом пока понятно. Есть глобальные циклы. Глобальные циклы — это когда мы получаем какой-то all-time high, да, вот, когда основная масса людей приходит на рынок, и потом после этого all-time high идет падение. Идет падение, и потом, собственно, оно куда-то там падает хорошенько вниз, пробивает какое-то дно и находится в этом там боковике. Вот. Что происходит в целом? Вот здесь общая масса зашла людей в рынок по высоким ценам, а вот это промежутки там, где эти люди, которые зашли на хаях, они распродают. Распродаются, собственно, отдают свои активы, которые купили дорого, биткоин где-то купили за 60 там, тысяч долларов, а здесь продали уже там по 30, по 20 тому тысяч долларов. Кто как донес, но, собственно, когда основную массу уже откупили, да, откупили по дешевым ценам, после этого уже появляется плюс, приходит ликвидность в рынок, а тут появляется сила для роста. И появляются люди, которые вот здесь закупали все это время, и они начинают потом это все нести до следующего цикла, до следующего all-time high, да, несут. Вот они принесли, вот какой-то снова all-time high получился, вот снова набежали. Общая масса пришла людей, которые не подготовлены, которые не знают, не понимают, как это все работает. И психология, логика у них простая. Если растет, мы покупаем, если падает, это означает, мы продаем. Просто, чтобы упростить максимально, вот так это действительно так и происходит. И вновь приходим мы к медвежьему циклу, вот это перераспределение и так далее. Вот это, друзья, есть циклы, да, которые происходили до нас, которые происходят во время нас и будут происходить и дальше, и это так работает и будет так работать. То есть вот тут уже есть понимание, что есть определенные циклы. Есть рост, есть падение, да, и вот мы вот в таких циклах гуляем туда-сюда, 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 туда-сюда. Раз в 4 года, раз в 5 лет. Это все... Нету здесь четкой закономерности, то есть сугубо раз в 4 года, раз в 5 лет и тому подобное. То есть такого нету. Есть где-то, может, в 5, в 6 лет, где-то в 4. То есть рынок, он, знаешь как, он не повторяется, но он рифмуется с тем, что было. Поэтому можно по прошлому в целом судить, но не всегда это точно так работает. Не всегда точно так работает. Очевидно, что на дистанции, на длинной дистанции будет рост. Если этот актив хороший, нормальный, правильный, будет рост. Вот. Если этот актив скам, то хоть рост, хоть падение, то все равно ты на этом активе потеряешь свои средства. Ну вот и мы смотрим, да, вот у нас есть дистанция инвестора, и у нас есть дистанция... И у нас есть маленькие дистанции трейдера, спекулянта, который пришел в рынок, и вот он, собственно, вот рынок ходит вот так, ходит, и потом где-то в небеса улетает на каком-то из этапов, и
у человека, у которого время не ограничено, он может находиться в позиции долго, постоянно, и вообще этого его не парит, он покупает и на росте, и на падении, и на росте, и на падении, у него там средняя цена превращается в какую-то, да, ему подходящую, то у трейдера здесь ситуация выглядит иначе. Он пытается ловить, собственно, рост, он пытается на падении, собственно, закупиться, логично, да, на росте продаться. На падении закупиться, на росте продаться. И вот такие мини-циклы у него рисуются. В итоге, в чем основная проблема трейдера? Заключается в том, что, как правило, этот человек пропускает основные росты цикла. Потому что, смотри, если тут был коридор, который примерно понятен, да, вот тут рост, тут падение, то вот здесь трейдер-спекулянт, он здесь продаст и выйдет в ожидании, опять же, вот этого низа, для того, чтобы тут закупиться. Но коридоры такие есть, коридоры проторговки, они, безусловно, существуют и будут существовать, но цена в какой-то момент пойдет вверх, полетит, и человек окажется без позиции. А если он будет, тем не менее, в позиции, он обязательно где-то продаст на каком-то из этапов, потому что будет точно понимать, что ему нужно будет сейчас продавать, потому что будет падение. И то есть он на дистанции, если взять инвестора на дистанцию, он заработает там $100 000, то и трейдер на дистанции там заработает, а то и в большинстве случаев просто получит минус. Но в краткосрочной перспективе может показаться, что, значит, трейдер, он больше зарабатывает, чем инвестор, потому что пока инвестор сидит в позиции, вот тут он теряет, да, тут он вроде бы отрастает у него, но тем не менее инвестор сидит и постоянно покупает, и там покупает, и сам покупает. Если взять нашего трейдера, то у трейдера ситуация выглядит иначе. Он тут заработал, тут докупил, тут заработал, тут, собственно, продал, опять-таки закупился, и на этой дистанции он все-таки что-то заработает. Но в долгосрочной перспективе инвестор заработает больше. Это даже если если даже спекулянт, трейдер будет действовать сугубо по плану действий, его не нарушать никаких там своих, значит, правил, которые он себе нарисовал. Это про непонимание того, что вообще в целом происходит, и в целом, что лучше, трейдинг или инвестиции. Как я уже сказал, что большинство трейдеров в конечном итоге, если не уходят с рынка, то приходят в инвестиции, потому что в трейдинге ты просто долго психологически будешь сидеть в постоянной перенагрузке, постоянно ты просто станешь невыносимым сам для себя. Но опять же, есть люди, которым это все нравится. Но дальше это мы пойдем поэтому обсуждать. Я сейчас не хочу сказать, что трейдинг это плохо, инвестиции это хорошо. Для меня инвестиции это безусловно хорошо. Трейдинг меня не интересует, но я имел опыт, я знаю, как это работает, и мне сейчас задача просто донести, как это по факту функционирует и как это работает. Едем дальше. Второй момент, парадокс заключается в том, что даже спустя год-два, когда трейдер находится в рынке и уже изучил как все работает, головой он понимает, что в целом все понятно, и у него даже выработалась какая-то его стратегия, то все равно он не зарабатывает. В чем же причина? Причина в психологии. Причина в психологии кроется она в том, что человек попадает в ситуацию, в которой все будет работать против него, потому что включаются эмоции, а эмоции тянут за собой все самое наилучшее. Фома, значит, страх, желание быть круче, чем остальные и тому подобное. Это все приводит к тому, что человек на дистанции начинает постоянно терять, и головой понимая, как это все работает, он в комментариях может всем написать, как это работает, где кто был неправ, где, почему, как нужно было делать. Такие люди, как правило, они всегда на медвежьем цикле, они всегда кричат: все, сейчас будет еще больше падения, сейчас хомяки затарились и тому подобное. То есть провоцируют на
провоцирует на конкуренцию с ними. Но запомни, ты как инвестор ни в коем случае не должен на это поддаваться. Твоя задача — это инвестировать свои средства и жить за счет своих инвестированных средств, то есть с заработка оттуда, но ни в коем случае не конкурировать, а зарабатывать со своих непосредственно доходов с инвестиций для того, чтобы удовлетворять конкретно свои потребности. И тогда это будет работать правильно. Но в данном случае человек знает уже тонны информации, теханализ он досконально изучил, хотя в большинстве случаев никто не изучает там досконально что-то, но у него уже тонны чатов в его телефоне, и, то есть в какой-то момент человеку уже его знания начинают просто мешать. В общем, в какой-то момент получается просто каша в голове, и все это из-за чего? Из-за неудовлетворенности, из-за того, что человек не удовлетворен то, что он имеет, и какая бы сделка у него ни была крутая, насколько бы много он не заработал в ней, он все равно будет чем-то неудовлетворен, потому что он конкурирует с кем-то. С кем-то вымышленным. Это даже не может быть кто-то конкретно. Это просто какой-то образ в его голове, с которым он конкурирует. И он будет проигрывать. Почему? Потому что тот образ будет всегда лучше него. Потому что он сейчас здесь заработал на этой сделке там $100, $200, а тот его образ будет зарабатывать $1000, еще кто-то. Он всегда будет находить в инфополе тех людей, которые больше его заработали. Но не разбираясь в обстоятельствах. Опять же, если тебя это мучает, если ты мучаешься тем, что кто-то больше зарабатывает, чем ты должен понимать, что в инвестициях в нашем деле самое главное — это портфельная доходность. Не конкретно по какому-то по позиции, да, а по портфелю. То есть человек тебе может показать: у меня тут там 20 тысяч процентов на этой позиции я заработал. И думаешь: вау, вот это да, вот если бы я столько бы там заработал, вот было бы классно. Но у него весь портфель минусовой, потому что даже вот эта его позиция не спасает. Он в эту позицию инвестировал там $100, и да, вроде она ему денег принесла, но по факту, если так-то взять, его портфель набитый полный там скамины, куда он непосредственно засадился, и будет он показывать тебе 20 тысяч процентов, и тебя будет бить фома по этой причине, но ты должен понимать, что решает портфельная доходность, и решает только твоя портфельная доходность. Какая разница, кто сколько заработал? Так живут люди, которые берут деньги в управление. Ни в коем случае никогда никому не давай свои деньги в управление за счет того, что они расскажут: мы сейчас больше заработаем рынка, и поэтому дай мне свои деньги. Они в этом году, может, тебе так и заработают, но в следующем году точно будет не так. Или на дистанции точно они проиграют, потому что, это уже доказано, это уже так работает, да. Вот, поэтому, друзья, если ты попадаешь в обстоятельства, что на протяжении года-двух ты все еще не зарабатываешь, ты уже все прекрасно понимаешь, как это работает, то важно понимать, что нужно что-то поменять. Нужно проанализировать, почему так это происходит. Банально это может быть, чисто психологически. Ты можешь быть неудовлетворен чем-то в жизни, а сливать будешь все в трейдинге, потому что, скажем, тебя не устраивает что-то, но ты приходишь и в работе, в твоей жизни, в реальной, что-то не устраивает, и ты приходишь в рынок и начинаешь тут all-inить, то есть начинаешь превращать его в казино. И вроде бы у тебя есть и твои правила, по которым ты работаешь, но ты понимаешь, что вот она сделка, вот идет там график, вот тут рост, и ты понимаешь, что ты выставляешь даже тейк-профиты, вот эти все твои тейк-профиты, которые нужно забирать. Но ты не забираешь здесь, потому что ты думаешь, что вот эта сделка тебе сейчас там даст непосредственно то, о чем ты мечтаешь всю жизнь. И это будет тебя всегда наказывать, потому что нету там четкой стратегии. И это не означает, что ты плохой. Это вообще не означает это. Это означает, что следует посмотреть, где ты допускаешь ошибку. Трейдинг — это не про эмоции. Трейдинг — это сугубо про расчет, про понимание, что есть сделки убыточные, есть сделки плюсовые, и то есть
вообще, я считаю, на самом деле, трейдинг, он вообще не для всех. И в большинстве случаев я даже и не видел тех людей, которые зарабатывают на трейдинге. Я видел тех людей, которые за счет трейдинга зарабатывают на своем обучении, тех людей, которые ищут, как заработать на трейдинге, таких людей я видел много. А тех людей, которые зарабатывают именно и живут с трейдинга, ну, я видел еще людей, которые кайфуют чисто как поиграть в казино, да, они там берут какой-то там 10 тысяч долларов, в их капитале это там, скажем, 1%, да, всего берут и играются на эти средства. И чисто для того, чтобы такой, для спортивного интереса. Но на дистанции все уходят оттуда, потому что понимают, что там есть вероятность допустить фатальную ошибку. Нам, инвесторам, человек, который с деньгами, ты здесь, если допускаешь фатальную ошибку, то в таком случае ты теряешь все деньги. Вот как действует инвестор, моя философия, то, что я пропагандирую, что происходит. Вот у тебя есть 10 тысяч долларов, да, и у тебя есть крипта, у тебя есть фондовый рынок, у тебя есть недвижимость, и у тебя есть там земля, ну и другие активы. И ты распределил все для того, чтобы не переживать, что где-то что-то ты можешь упустить, где-то что-то не заработать. Ты ушел там пошел в процентном соотношении в каждый из активов. И опять же, в каждом из активов тоже есть диверсификация. Если это крипта, то часть мы направляем там в спот, да. Спот имеется в виду покупка активов, там биткоин, эфир, это ключевые, да, наши монеты. Значит, там портфель альткоинов, Космос, Тон, Polkadot и так далее, и так далее. Значит, более мелкие монеты, но тоже, да, там какие-то гэмы, направления IDO, ну, и какой-то маленький процент можно отправить там чисто на спекуляции, если так хочется, да, отправляешь чисто на спекуляции, и ты понимаешь, что у тебя в спекуляциях там от твоего депозита, от твоего капитала, который конкретно в этом направлении, там, скажем, 5%, да, и, скажем, в данном случае ты понимаешь, что потеряв эти 5%, ты не взорвешься. У тебя фундаментально уже правильная стратегия. Даже если ты потеряешь все, ты потерял, пошел, понял, это не твое, неинтересно. Зачем что-то терять, если можно на споте просто зарабатывать, просто купил, и оно находится у тебя, ты держишь это все, да. То же самое, то есть мы еще диверсифицируем свои риски непосредственно в направлениях, а также там недвижимость, да, не нужно брать недвижимость чисто в одном районе, да, в одном райончике взяли квартирку, в другом райончике, в третьем, по земле в одной области, в третьей, в четвертой, в пятой, фондовый рынок, там облигации, акции, там вообще в S&P 500 пошли сразу на 500 американских акций и так далее. То есть максимальная диверсификация, и тогда ты будешь чувствовать себя спокойно, потому что в таком случае ты понимаешь, что даже если какой-то рынок идет на спад, то какой-то другой рынок идет в рост, потому что деньги, они же не сгорают в каком-то рынке, они перетекают, да, из одного направления в другое направление и так далее, и так далее. То есть риск допустить вот тут фатальную какую-то ошибку, ну, он прям минимален. То есть мы как инвесторы, мы как раз и работаем над тем, чтобы убрать возможность максимально допустить фатальную какую-то ошибку, где ты можешь потерять целое направление. Как можно потерять целое направление, допустим, вот в криптовалюте? Взять все деньги, которые ты берешь на направление криптовалюты, и инвестировать в какой-то мемкоин. Да, то есть не инвестировать туда 1%, 0,5%, а 100%. Все. И если этот мемкоин стреляет, ты хорошо зарабатываешь, но ты пойдешь тогда в следующий мемкоин. Ну ты дурак будешь ли или нет зарабатывать? Если ты тут заработал 20 тысяч процентов, то в таком случае идти зарабатывать где-то 10% годовых, ну как-то это несерьезно, это просто промышление того, которое приводит к фатальным ошибкам. В таком случае ты будешь максимально защищен. И даже если взорвется какое-то твое определенное направление, то у тебя есть другие направления, которые у тебя
перекроют те минуса. И это постоянная работа. То есть наша задача как инвесторов делать вот такие вещи постоянно. То есть первое это сделать так, чтобы инфляция не съедала наши средства, которые каждый год есть, да, там 5-3%, когда какая, если в долларах мы говорим, бывает и выше. Вот, то, соответственно, наша задача в первую очередь, чтобы позаботиться о том, чтобы не съела инфляция, а вторая, то, чтобы на дистанции мы не потеряли в каком-то из направлений, да, и поэтому мы постоянно диверсифицируем свои риски. Это вопрос про инвестиции, да. В таком случае можно трейдить, можно спекулировать, но ты понимаешь, что у тебя есть четкие рамки, которые тебя не выбьют с рынка. Следующий вариант – это когда трейдер начинает просто начинает нарушать все свои правила, он начинает зарываться и попадает в ситуацию, когда в какой-то момент, зайдя в одну из сделок, где, давайте я разные варианты покажу, в один актив он зашел, да, он в нем сидит, он ждет, что он там сейчас пойдет расти. И маячит на горизонте другой актив, который кажется, блин, ну он реально круче намного. Как я держим в голове мысль о том, что люди покупают на росте, а продают на падение, не наоборот. Хотя, очевидно, покупай дешево, продавай дорого, да? Но тут работает по-другому психология, иначе бы рынки не были в таком виде, в каком они есть. Значит, человек сидит в этом активе, и он там идет в какой-то проторговочке и замер, то есть идет в боковике. И он видит актив, который начинает расти. Растет, 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 и он думает, блин, сейчас я лучше перелью свои инвестиции вот в это направление, и в таком случае я заработаю точно. Он переходит в это направление, заходит, и этот актив после вот этого бурного роста, да, когда психология нам говорит о том, что сейчас же будет тут рост, то он после этого роста начинает идти в коррекцию, да, и человек зашел у него, и пошло это движение, все в коррекцию. А его актив, который был долго в боковике, начинает рост. И идет, перебивает те хаи, которые были у этого актива. И человек просто прыгает с одного актива в другой актив. А когда, ты понимаешь, когда ты попадаешь в ситуацию, что ты видишь вот такой момент, когда вот ты себе доверился, ты выбрал актив, ты себе веришь. Тут самое главное верить в себя и верить в себе. Тогда ты сможешь просидеть любые просадки, выйти с любых ситуаций, когда ты доверяешь себе. Но вот на вот этой ситуации теряется доверие к самому себе. Потому что ты себе, когда зашел в этот актив, уже после очередной потери чего-то, ты себе дал четкое обещание, что ты в нем сидишь до талого. Да, ты понимаешь, что все, ну просто вариантов нету, надо либо да, либо нет. Но опять попадая в ситуацию, где включаются эмоции, где ты видишь другой актив, который конкурирует с этим, не думая, импульсивно принимается решение, идет туда, и потом ты выходишь из этой ситуации, знаешь, как падает пелена, будто бы просыпаешься и думаешь, ну как я вообще снова допустил одну и ту же ошибку. И ты в какой-то момент перестаешь себе доверять. В какой-то момент перестаешь себе доверять. Это одна ситуация. И такая, это, знаешь, это тоже как тот же самый день сурка. Вроде бы, казалось бы, ты понимаешь головой, что что-то идет не так, как наркоманы, как алкоголики. Что-то вроде идет не так, да, в моменты прояснения есть иногда такие, но ты ничего не сделаешь, потому что там уже рутина, все обстоятельства работают так специально, чтобы ты уже сам себе создал, чтобы попадать в одни и те же результаты, негативные, шаг за шагом постоянно. Вторая ситуация, опять же, про фатальную ошибку. Тут тоже человек допускает в какой-то момент фатальную ошибку, скорее всего, даже это приводит все к вот этому, чему сейчас я расскажу. Человек в какой-то момент понимает, что тут он потерял сколько-то там денег, да, тут он потерял там какую-то сумму, и входит в режим, когда все, это уже рынок, это казино для него становится. И он еще этого не понимает, не осознает. Но он уже понимает, что у него есть какие-то минуса, которые нужно покрывать. И в какой-то момент он понимает, что ему нужно удваивать сумму для того, чтобы спасти вот эту сумму. И он начинает ее удваивать и понимает, что нужно, чтобы выйти из той ситуации, ему необходимо идти, добавлять риски в свою деятельность. И
В этот момент он просто берет и начинает видеть по рынку, как ему начинает казаться, видеть по рынку возможности, которые его вытащат из той задницы, в которой он оказался. То есть он попал в яму и начинает себя закапывать таким образом. И он обязательно увидит эту возможность. Он будет уверен, что именно конкретно вот эта вот ситуация точно даст ему иксы, точно его вытащит. И он не сразу. Это обязательно происходит постепенно, как ситуация с лягушкой, которая прыгает в холодную воду в кастрюлю. Это водичка варится, лягушка варится. Если прыгает лягушка в кипяток, она выпрыгивает и идет. То есть, если он сразу попадет, он понимает, что это не нужно делать, и он не будет так делать. Но он постепенно, по чуть-чуть, в итоге он попадает, заходит на полностью весь депозит. Потому что он понимает, что сейчас это сработает. Еще, может быть, до этого это все срабатывало. И в какой-то момент, на какой-то из литераций, получится так, что он проиграет все, потеряет это все. То есть он взорвется, он потеряет полностью все направление. По опыту хочу тебе сказать, что встать после этого люди могут годами отходить, полугодами отходить, могут вообще не отойти. Все, зависит, опять же, от обстоятельств, от человека, и зачастую люди либо ничего не делают, не предпринимают никаких попыток проанализировать, становятся, вот подходим к третьему моменту, это лудоманами. То есть рынок для них больше не существует как рынок, теперь рынок для них существует как казино, как игротека, то есть они приходят тут поиграться. Вот лудомания – это когда ты уже играешь не ради заработка, да, то есть ты, если вспомнить вначале, человек приходит зарабатывать деньги, и он понимает, что он даже сейчас на $100 зашел, сейчас доллар, если доллар он заработал, доллар ему уже в плюс, если он доллар потерял, это уже минус, это уже больно, а плюс лучше хоть доллар заработать, чем там тот же доллар или 50 центов проиграть, то есть он очень осторожный. А тут получается, когда человек попадает в ситуацию, вот смотри, как это работает, есть рост, есть падение, есть рост, есть падение, рост, падение, вот тогда такой коридор, и то есть вверху человек выигрывает, а внизу, логично, он проигрывает, в зависимости от обстоятельств, да, то есть может, когда и в рынок идет вниз, да, если он шортит, да, тогда он будет выигрывать, сам смысл, что раскачка идет постоянная, и то есть тут он улыбается, тут он так улыбается, тут он радуется, а тут он грустный. Вот. И такая ситуация, что эмоция потери, она в 10 раз сильнее, чем эмоция прибыли. То есть, когда ты выигрываешь, эта эмоция, она не значит, что она... в общем, она слабее, она в разы слабее, чем когда ты проигрываешь. То есть человек больше фокусируется на проигрыше по итогу. А когда такие горки начинают устраиваться, вот это и есть болезнь, лудомания, игротека. То есть начинается... Это серьезная проблема на самом деле. То есть ни в коем случае мы здесь не говорим, что лудоманы плохие. Нет, это болезнь. То есть либо ты с этим разбираешься, над этим ты работаешь, либо ты не создаешь себе обстоятельства. Работать с этим точно надо в любом случае, потому что даже сам ты не будешь себе создавать обстоятельств, то обстоятельства найдут тебя, да? Если ты лудоман, ты понимаешь, что играть в игровые автоматы не стоит. Но мозг начинает видеть повсюду одни игровые автоматы. Поэтому нужно эти вопросы прорабатывать, психологически понимать, из-за чего, почему. То есть эта ситуация очень серьезная на самом деле. И вот представь, это просто отдельная тема на самом деле. Есть на YouTube-канале «Дневник утра», кому интересно, я отдельно записывал, рассказывал на эту тему. Кому интересно, посмотрите. Значит, представляешь, он попадает в такой коридор, где то так он сидит с телефоном, так, рост, падение, рост, падение, рост, падение. И он просто уже входит в такой режим, когда он приходит в рынок не за деньгами, он приходит в рынок за эмоциями. То есть ему не хватает эмоций. Почему я всегда подмечаю, что ни в коем случае не приходи в рынок, когда тебе скучно. Приходи в рынок, когда тебе нужно инвестировать, заинвестировать, и ты понимаешь, куда тебе нужно заинвестировать, снять прибыль свою, да, продать, распродать какие-то активы, проанализировать рынок.
Вот. То есть все, не приходи, когда тебе скучно. Сейчас это ж очень просто. Представляешь, вот раньше, да, купить акцию, это надо по акции, ну, надо пойти в банк, оформить, там, купить это все. В общем, процесс длительный, да. А сейчас это все у тебя в телефоне. То есть я вот пока сейчас говорю с тобой, я могу и купить акцию, и продать эту акцию, и заработать на ней успеть, и продать, и проиграть, и на крипте. А крипта это еще, если в акции есть порог, да, если на фондовый рынок есть еще порог входа, то в крипту, ну, он минимальный. То есть буквально разобраться, как потерять здесь денег, очень просто. Ну вот и представляю, когда человек живет уже этими эмоциями, когда он время проводит там чисто вот играясь в эти все лудоманские штуки, да, то рост, то падение, у него уже куча чатов, куча таких же людей, как и он, которые реально больные, и они просто сидят и лудоманят. И подкрепляют это все, ну, как собака Павлова, да, когда включается лампочка, выделяется слюна, потому что ее в этот момент все время кормят. Ну, то есть в какой-то момент не принесли еду, включили лампочку, все равно выделяется слюна. Рефлексы. Вот, то есть тут то же самое. Человек уже включается на рефлексы, когда он максимально себе подкрепил вот эти все эмоции, да, закрепил он и позитивом, и негативом, и в этот момент у него просто, представляешь, какая каша происходит эмоциональная вот в этом всем движении. Но это ужасно, это тяжело, это ты хочешь отсюда выбраться в какой-то момент абсолютно точно, как и наркоман, он не хочет быть наркоманом, да, но уже ничего не может поделать, он просто идет там по своей рутине. В общем, вот это вот, друзья, это опасность, когда ты подсаживаешься на такой наркотик, что что ты приходишь в рынок за эмоциями, а не за заработком, то теряются, размываются границы уже и понимание, зачем ты этим всем занимаешься. Четвертый, друзья, пункт, вот у нас, смотри, есть эмоции. Эмоции у нас страх. Ну, в общем, помощники, которые, ну, в кавычках помощники, да, страх. Следующее – жадность. Следующее – эйфория. Следующее – фома. И следующее чувство собственного величия. Доказать, что ты круче других, соревнования, гонка, вот это вот. Вот. Ну, давай ЧСВ это назовем. Вот. И ты, да? Представляешь. И вот это все тебя начинает в какой-то момент атаковать. Вот. Страх. Это когда ты начинаешь бояться. Происходит на рынке какая-то ситуация. Черный лебедь, коронавирус, там еще что-то. В общем, то, чего никто не ждет. Начинает страх, ты начинаешь бояться, ты начинаешь предпринимать какие-то неправильные действия, начинаешь там продавать или начинаешь покупать. В эти моменты лучше вообще не заходи в рынок. Я вот вспоминаю вот на этом медвежьем цикле, что происходило. Я в рынок приходил только покупать. То есть вот деньги пришли мне, я заработал, все, я прихожу, я покупаю там тот актив, тот актив, тот актив, тот. Я даже для себя вывел такое правило, что я вхожу, прежде чем мне придут деньги, я понимаю, какие мне плюс-минус могут деньги прийти. И откуда я понимаю, что так, входим в этот актив, в этот, вне зависимости от цены. Ну, если там цена слишком поменяется, то я беру себе запасной вариант. И когда я получаю деньги, у меня уже нету этого стресса входа в рынок. То есть, типа, представляешь, я просто в какой-то момент поймал себя на мысли, что для меня стрессово входить в рынок, когда я не знаю, во что мне входить. Я начинаю думать. Причем, знаешь, чем меньше сумма, тем, тяжелее что-то придумать себе. Я понял, что я слишком много энергии на это трачу, и все, у меня больше такого нету, потому что я заведомо сразу понимаю, куда я вхожу, какие позиции я набираю. То есть я, допустим, там, биткоин, мне было интересно набирать там до 30 тысяч долларов, да, и он там пока гулял там в диапазоне там с 16 тысяч долларов до 30, вот пока он ходил, мне это было интересно набирать. Все, дальше он пошел в рост, все, я уже не смотрю на этот актив, я уже смотрю на другие активы. Так вот, страх, да, я понял, что страх приводит к тому, что
ты начинаешь совершать ошибки, ты начинаешь допускать такие банальные какие-то ошибки, которые приводят тебя к большим потерям или к недозаработанным твоим деньгам. Ты сидишь в каком-то активе, долго сидишь, выходит какая-то новость, ты смотришь, все начинает падать. Момент, когда ты не поймешь, что такое, когда идет падение по рынку, когда все льется красным, когда ты смотришь и понимаешь, что все, ну, ужас, ужас, страх. Хоть и говорят, что надо покупать, когда страх на рынке, то ты психологически, тебе сложно себя, если ты с этим никогда не сталкивался, ты вообще с этим не разберешься. Ты пойдешь действовать, опираясь на свои эмоции, подразумевая, что это интуиция. Друзья, выключаем сразу интуицию, заговорил за интуицию, выключаем интуицию на ближайшие 5-10 лет, пока ты не получишь опыт здесь, в этом всем, для того, чтобы настроить свою интуицию. Интуиция — это как твоя нейронка, которую ты вначале обучаешь, а потом она через призму этих настроек пропускает определенные ситуации и выдает тебе готовые какие-то результаты. А на начальном этапе у тебя нет опыта, ты не знаешь, ты посмотрел на Луну, полнолуние, все, покупаем биткоин, да, новолуние, покупаем там S&P 500, да, то есть вот при таких, оно весело, конечно, будет, но результаты будут соответствующие. На страхе ты теряешь деньги. А в трейдинге это вообще ужас, то есть если ты в инвестициях, ты просто набираешь позицию, ты набираешь сейчас, покупаешь, потом покупаешь, все время покупаешь, да, в какой-то момент при достижении определенных цифр ты продаешь, то представь, что вот вся вот эта вот ситуация только сузили мы буквально до одного дня, может, часа, а может, минут. Ты представляешь? То есть это такой уровень стресса для организма, что, ну, тяжело. Это очень тяжело. То есть ты еще при этом всем ты теряешь деньги. Вот так. Жадность. Жадность начинается тогда, когда ты поставил себе цели, и ты эти цели нарушаешь. То есть цель стояла достигнуть вот таких вот результатов, и ты достигаешь этих результатов, ты не повышаешь стоп-лосс, то есть, ну, имеется в виду, да, когда позиция дошла до определенной цены, ты можешь защитить свою позицию, выставив стоп-лосс. Ты не ставишь этот стоп-лосс, и позиция идет вниз, и ты начинаешь терять. И все из-за чего? Из-за жадности. А потом сидишь и думаешь, а что я не продал? Чего я не продал? Я ж ставил себе задачу, я даже тейк-профиты выставил для того, чтобы все попродавать, и даже стоп-лосс я поставил задачу себе выводить там в ноль или плюс, в зависимости, как растет. Чё я... И потом сидишь и задаешься вопросом, опять попав в ту же самую ситуацию, реально страшный сон. Страшный сон, друзья. Эйфория. Когда ты подсаживаешься на ряд успешных сделок, особенно когда весь рынок растет, и когда инвесторы зарабатывают максимум, то есть, а трейдеры зарабатывают часть, успевают отщипнуть от этого роста, ну, в общем, в любом случае включается эйфория, когда ты понимаешь, и эта сделка зашла, и эта сделка зашла, и это. Ты уже начинаешь такой уровень бога, когда ты понимаешь, что да, к чему ты не прикоснешься, ты уже видишь рынок, ты уже смотришь, ты уже понимаешь, как этот рынок работает. И вот на этом чувстве ты потеряешь средства свои, то есть ты не выйдешь вовремя. Даже если мы возьмем там не 5-минутный, 15-минутный, там, не дневной трейдинг, а в разрезе там какого-то там недели, 2 месяцев и так далее, месяца, ну это уже много месяц, то в таком случае ты просто не досидишь либо ты пересидишь, и оно потом обратно пойдет, и будешь ждать, чтобы оно снова вернулось. В общем, ты потеряешь, точно потеряешь. И сейчас, кстати, ты заметил вообще, что происходит в мире? Сейчас ТикТок, там шорты и так далее, оно все настроено на то, чтобы у тебя внимание твое было буквально там несколько секунд. То есть сейчас все работает на то, чтобы твое внимание ты не мог сосредоточить длительный период. То есть, и, кстати, начиная уже с 2004 года, количество времени люди, которые держали акции раньше, до 2004 года, порядка там 9 месяцев года в своем портфеле, это число упало до
2 месяцев. А сейчас это вообще, это ну, просто на дне идет, потому что человек сегодня верит в актив, он покупает, завтра уже не верит, он продает. То есть у людей активы не задерживаются в портфеле по большей массе, потому что все, быстрое потребление. Люди хотят быстро, 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 очень долго, ну так еще короче, еще короче. И вот, собственно, за это и борются компании, за твое внимание, я имею в виду там медиакомпании, да, и я не понимаю, что тебе нужно в в наименьшее количество времени засунуть наибольшее количество контента, а, соответственно, нужно его дробить, да. Ну и вот это все превращается в то, что э, тебе нужны быстрые действия, быстрые результаты. И это сказывается. И эйфория — это непосредственно э, способствует тому, чтобы ты потерял на рынке. Следующее — это фома. Фома — это у нас синдром упущенной возможности. Страх того, что ты недозаработаешь, страх того, что ты сейчас потеряешь, страх того, что кто-то заработал, а ты нет, страх того, что ты уже в позициях, а другие не в позициях. В общем, знаешь, как у кого-то булка слаще, да, и постоянно это такое, и за счет этого ты находишься в жутчайшем, постоянном напряжении, которое тебя просто разъедает изнутри, и это тоже сказывается. Ну и чувство собственного величия, да, это когда ты начинаешь, тебе нужно доказать другим, что ты можешь. Он сделал там 10 иксов, тебе надо показать, что ты сделал 11 иксов. Ты не знаешь, кто это вообще человек, что это за человек. Кто это? Вообще-то вообще образ в твоей голове, но ты с ним соревнуешься, потому что ты решил, что это нужно так. Но я, как и сказал, да, ранее, что самое важное — это ни с кем не соревноваться, ни в коем случае, потому что ты, ты принес деньги в рынок, ты инвестировал, вот и все. Вот и дальше сиди, жди, пока это вырастет, и уже живи с доходов, с этого роста и обеспечивая свои, собственно, потребности. И вот такой коктейль, представляете, друзья, что происходит, вот когда мы вот это все, а еще кучу всего не сказано, да, каких чувств на тебя, там, может, чувство вины какое-то, еще кто-то тебя обидел, где-то ты поругался с кем-то, пришел в рынок, думаешь, ну все, сейчас я там какое-то импульсивное решение примешь. Ну и приводит к 5-му пункту, это импульсивность. То есть им, ты начинаешь действовать импульсами. Имеется в виду, тебе пришла мысль, все, пошел, реализовал сразу. Ты не думаешь, хорошо или это плохо. И опять же, ты начинается включать уровень типа я знаю, как должно быть, это маркетмейкер плохой, это рынок не такой и тому подобное, это рынок казино и так далее. Запомни, рынок, он нейтрален, это ты определяешь, какой он для тебя. Рынок, он был до тебя, есть сейчас и будет после тебя. Рынок, он выполняет твои, по сути, желания, если можно так выражаться. Если ты его недооцениваешь, ты в рабстве этого рынка. Если ты от него что-то требуешь. Если ты, наоборот, ты понимаешь, что тебе нужно на этом рынке, ты понимаешь, какие цены тебя интересуют. Он к тебе рынок будет, представляешь себе такой некий чувак, который постоянно бегает, когда рынок растет, он в сумасшедшей эйфории с пеной у рта прибегает, рассказывает, надо покупать, надо срочно покупать. А ты, как инвестор, ты сидишь, понимаешь, да куда покупать, переоценено все. Не мешай мне, я занимаюсь своими делами, меня интересует, когда будут мои цены. А когда все падает, он кричит, продавай это все, больше не будет никогда таких цен, как было, продавай, фиксируй хоть что-то. Ну и представь, если такого вот чувака сумасшедшего слушать, да чем это закончится? Правильно, тем, что мы обсуждали. Но когда ты четко выставляешь понятные границы, когда ты понимаешь, так, меня вот есть определенный актив, и он меня интересует по таким ценам, определенный там уровень цен. Выше он меня уже не интересует. Ниже, если ниже он падает куда, я и пересматриваю, да, свои там отношения к этому, думаю, анализирую. Если вижу, что это не скам, нормально, то я вообще офигенно, для меня это супер цена. Это прекрасная цена, которую, ну, представь, скидка, это мега скидка. Это офигенный товар по наилучшей цене, и поэтому всю просадку этого актива я с удовольствием буду себе набирать. И этот актив пойдет в рост, когда я пойму, что он уже слишком переоценен, ну все, я его этот актив просто продам, заберу себе свои честно заработанные средства и пойду далее
реинвестировать в другие активы, удовлетворять свои потребности. И еще хорошая фраза, смотри, покупай активы, как будто ты выбираешь овощи на рынке, но никогда не покупай активы, как дорогой парфюм, понимаешь? Выбирай их как овощи, а не как дорогие парфюмы. Дорогие парфюмы – это субъективно, они переоценены. Сегодня они стоят столько, завтра они стоят ничего, пока есть те, которые готовы платить за этот парфюм, просто потому тебе этот парфюм может вообще не нравиться, а другому он будет там наоборот. Вот. И покупай как овощи. Имеется в виду, ты приходишь, ты знаешь, как выглядит картошка. Если гнилая картошка в супер упаковке с бантиком, где написано «супер-мега картошка», лучших сортов, но она гнилая и воняет, ты ее не купишь ни по какой цене, даже бесплатно не заберешь. Это мусор, это ничего. Но если рядом будет стоять человек, который продает этот картофель, и у него даже очереди не будет, и будет цена низкая, а рядом будет за этим суперкартофелем офигенная большая очередь стоять, ты пойдешь, посмотришь на картофель, скажешь, дайте мне вот этот, пожалуйста, и ты поймешь, что это по лучшей цене будет для тебя. Тебя не будут эти там супер скидки, супер акции. Если ты понимаешь, что тебе вместо картофеля буряк продают, а тебе буряк не нужен. Вот, то есть в таком случае тебе нужно, как обычная домохозяйка, которая выбирает себе там на ужин, на обед продукты. Тебе нужно в этом разбираться. Прежде чем покупать, тебе нужно в этом разбираться, разобраться минимально. Это мы к первому пункту возвращаемся. Когда ты покупаешь что-то, то ты должен в этом понимать хоть чего-то, чуть-чуть. Ты должен понимать, подходит тебе этот продукт, не подходит. А есть ли вообще продукт в этом токене, в этом активе, акции и тому подобное. Пользовался ли бы ты этим? Есть какая-то перспектива у этого всего? Если ты понимаешь, что нет, ну не входи в эту позицию. Если ты понимаешь, что ты не готов с этой позицией высидеть там медвежий цикл, просидеть там какое-то количество лет, не входи. Если это акции, то ты понимаешь, что 30 лет ты в ней не просидишь, не входи. Потому что будет период, когда будет все плохо. И когда будет все плохо, ты будешь понимать, так это нормальный овощ, да, скажем, если по аналогии с той, которую я приводил в пример. И ты будешь его держать, а все будут говорить, да нет, это вообще не картошка, а это морковка и так далее. Ну, то есть, и ты будешь понимать, что кто прав, кто нет. Вот в таком случае тебя не будут колбасить. Так, вот здесь я себе записал всякие пометки, вот буквально утром мне приходили мысли. Значит, смотри, инвестиции в долгий срок побеждают все. Ну, это мы сейчас обсудили, это действительно так. Тем более это убирает возможность, нивелирует все твои большие ошибки. Даже ты купишь по супервысоким ценам, тот же биткоин, если ты на прошлом цикле покупал по 60 тысяч, там, по 69 тысяч долларов, то на сегодняшний день, на момент записи, он там ходит в коридоре 51-52 тысячи долларов, то ты понимаешь, что это уже близко. Если ты еще медвежий цикл весь откупал, то у тебя вообще будет офигенная там цена, до 30 тысяч долларов точно должно получиться. Ну, опять же, в зависимости, как ты их откупал. Даже если не откупал, то вот тебе инвестиции, яркий пример, что буквально вот в этом бычьем цикле ты уже и заработаешь на своем биткоине, который покупал там по 69 тысяч долларов, потому что я уверен, что он пойдет намного дальше. Но если бы ты тогда вышел, а большинство вышло, то в таком случае ты зафиксировал там минуса, а еще и ничего человек не разобрался и зафиксирует в этом бычьем цикле, зайдет дорого и продаст дешево. Вот так. Поэтому инвестиции в долгий срок, они побеждают, очевидно. И если ты устал от трейдинга, если ты на трейдинге еще уже, знаешь, как съел вот достаточно того, чего все время это ел, то рассмотри инвестиции, потому что это тот опыт, который ты приобрел, он будет сейчас работать на тебя. Он не будет работать против тебя. Далее. Ну, сейчас нет задачи переманить там с трейдинга на инвестиции. Сейчас мы просто обсуждаем, и я делюсь своим опытом, то, к чему я конкретно пришел, и я вспоминаю состояние, которое было у меня тогда, когда у тебя настроение на рынке
на рынке рост, у тебя настроение хорошее, на рынке падения у тебя плохое настроение. Представь, вот это, какая же это дурная синхронизация с этим рынком, да, когда ты не спишь спокойно, когда ты постоянно там просыпаешься среди ночи и думаешь, а выросла, а может упала, а если там начинается какая-то чехарда происходить ночью, начинает все падать, это уже бессонная ночь. А если ты и потерял кучу денег этой бессонной ночью, потому что пытался спасти, надо было просто выйти с позиции, потому что ну, рынок проливался, он повыбивает все абсолютно позиции. А вместо этого пытался ты как-то потрейдить и... Ну и вообще плечи это зло, плечи. Опять же, посмотрите, друзья, относительно фьючерсов, видео, которое уже я записал, предыдущее видео, которое выходило на канале, относительно плеч и тому подобное, как это все, опять же, как это призвано к тому, чтобы тебя выбить из колеи, как раздергать тебя, сделать тебе встряску, при которой ты потеряешь, где включается вот это все, страх, жадность, эйфория, фома, ЧСВ и тому подобное. Далее. Я сам вначале наступил на эти все грабли. Вначале, когда постоянно дергал свой капитал, в итоге все раздергал, сел, проанализировал и понял, что нужно пробовать инвестиции. И с тех пор мой капитал только растет. И да, ты находишься в постоянном режиме, когда ты дергаешь свой капитал, и в таком случае ты платишь только комиссии брокерам. Потому что для брокеров это вообще гениально. Это гениально для брокеров, когда ты не отпускаешь в покой свой капитал, да, купил позицию и отпустил, а постоянно там трейдишь на фьючах, покупаешь, продаешь, это все комиссии. Эти комиссии из тебя забирает брокер. И если ты ничего не делаешь, если ты инвестор, то брокер в минусах. У брокера нету дохода, у брокера, брокеру невыгодные такие, поэтому все брокеры, да весь рынок направлен на то, чтобы ты трейдил, для того, чтобы ты спекулировал, потому что в таком случае на тебе можно будет зарабатывать, можно будет платить блогерам, можно будет там организовывать закрытые каналы и так далее, и на тебе зарабатывать. Но если сейчас все превратятся в инвесторов, ну, что делать брокерам тогда, биржам? Как они будут с этого всего зарабатывать? На каждой сделке по чуть-чуть, ну, это будет невыгодно. Поэтому вбахиваются большие бюджеты в то, чтобы в массы транслировалось, что трейдинг, спекуляция – это хорошо. Приводятся примеры, как там трейдер, который какой-то заработал там миллионы долларов, но... Как правило, такие истории долго ходят, но истории, когда трейдеры теряют, они буквально там чуть-чуть на слуху где-то побыли и уходят. Важно понимать, что я не против трейдеров, я не против инвесторов, я вообще не против кого-то, я сам за себя, я работаю со своими позициями, работаю со своими капиталами и на удовлетворение своих потребностей. Это важно понять. Чем раньше ты это поймешь, тем собственно, меньше денег ты потеряешь. Потому что все вокруг, наоборот, стимулирует тебя к конкуренции, к тому, чтобы ты доказывал что-то кому-то, как-то. Но приводит это все к потере капитала. В данном случае с таким подходом каждое мое действие направлено на то, чтобы мой портфель растет, мой капитал растет. Он работает на меня, а не против меня. У трейдеров зачастую работает все наоборот, когда их капитал работает против них. И если новичок с деньгами приходит в трейдинг, чем больше у него денег, чем больше доступа к деньгам, тем больше он, собственно, и потеряет. У кого меньше доступа к деньгам, тот, собственно, меньше потеряет, и, может быть, раньше это поймет. То есть у каждого есть определенная некая сумма, такая критически важная, после потери которой человек получает понимание того, как это работает. Но в целом трейдинг – это хорошо или нет? Смотрите, друзья, очевидного ответа нет, только ты можешь ответить себе на этот вопрос. Если ты понимаешь, что ты без этого жить не можешь, и это никому не вредит, в том числе тебе это не вредит, то это нормально, конечно.
И таких людей много, которые выделяют определенный капитал, определенные там чисто на спекуляции. Все, пожалуйста. Для этого нужно, чтобы у тебя было, как мы там уже распределяли, что и в недвижимости, и в крипте, и в акциях. То есть вот сейчас будет бычий цикл, с этого бычьего цикла переливайся, как когда будет уже позиции на хаях, переливайся фондовый рынок, в недвижимость, фиксируя где-то свои прибыли. Не нужно все оставлять в рынке, потому что оставив все в рынке, тебе покажется, что сейчас рынок достиг там каких-то пиков, где будет казаться, что достигнет он в 2 раза больше. Он, может, и достигнет, но в отношении к себе, к своим результатам, если ты на тот момент уже достиг высоких результатов, сделал там достаточно иксов для себя и понимаешь, что на этом бычьем цикле для тебя достаточно, ну, оставь часть какую-то маленькую позиции в рынке, остальное выведи, защити свои капиталы, сохрани эти капиталы до следующего бычьего цикла. И так, типа, богатей не за один цикл, а там за 2-3 цикла богатей. Ну, вот так становись прям уже, достигая тех больших цифр, к которым ты стремишься. Это будет правильно, это будет безопасно, это будет нормально. Но когда ты окажешься в ситуации, что а вот дало столько, а может сейчас еще даст, то оно заберет все. Это неизбежно. Это закон, это закономерность в итоге, которая, возможно, ты уже с этим сталкивался и знаешь, что да, что бы ты ни делал, оказываешься в одних и тех же обстоятельствах, хотя казалось, вроде бы уже все понял. Так все-таки во что мы инвестируем? Первое – это то, во что сам веришь. Нужно минимально читать о проекте, изучать проект. Я уже об этом сказал, но сейчас еще раз это подчеркну, что ты должен беречь в проект. Тогда ты сможешь с этим проектом просидеть и медвежий цикл, и не один медвежий цикл, сколько бы он ни длился, потому что ты понимаешь, что это овощ именно тот, который тебе нужен, а не гнилая какая-то картошка, на которой написано, что это свежая картошка. Второй пункт – это сильные фонды у проекта, то есть те люди, фонды, которые заинтересованы в развитии этого проекта, которые будут стимулировать его продажи, стимулировать, вернее, его покупки, активность какую-то, инвестировать в него. Это очень важно, потому что и без этого может быть офигенный проект, ты можешь в него верить, но он просто окажется никому не нужный. Ну, его никто не будет подсвечивать, и в таком случае не будет никакой активности у него. Вот. Ну, может быть, и будет рост у него, но в таком случае, если ты понимаешь, что проект крутой, просто выдели маленький процент капитала на этот проект, чтобы не случилось так, что потом не ловить фома, ты его увидел, но ты засомневался и не вошел в него, а потом он пошел расти. Просто маленький процент выделяй. И вообще, диверсификация рисков – это все, это наше все. Мы не знаем, что будет завтра. Мы и не должны выстраивать свою политику, позицию с точки зрения, что там будет завтра, что там случится с этим рынком. Вообще не должно такого быть. Мы не мы не гадаем на картах, не гадаем по Луне, выключаем эту штуку. Мы знаем, что вот у нас есть доход определенный, который мы частично там направляем в инвестиции и определяем для себя там что-то в крипте, что-то в акциях, что-то еще. Вот эти вот все направления и в процентном соотношении либо по ситуации на рынке, и если где-то, например, там просадка на каком-то рынке, то мы туда больше средств выделяем, направляем. Таким образом накапливаем свои богатства. То есть ты пойми, что все равно этот этап, когда ты накапливаешь свои богатства, он все равно нужен. Без него ты никуда. То есть для того, чтобы там зарабатывать определенную сумму, да, критическую важную для себя, для этого необходимо тело, которое ты накапливаешь собственными усилиями. То есть люди, которые зарабатывают там, уже заживут с инвестиций, это означает, что они собрали то тело. И у кого-то по-разному это происходит. У кого-то за 10 лет, у кого-то за 20, у кого-то за 5. Ну, в общем, ситуации разные. Кто-то удачно стартап продал, да, кто-то наследство получил, кто-то накапливал каждый месяц, да, средства свои и там переживал на одном цикле, там сделал там x2, x5, x10, в зависимости от направления, да. Если это крипта, то это нормально и 5, и 10 иксов сделать, и 20 даже в некоторых случаях. Вот.
А, и благодаря циклам ты будешь растить свой капитал. Но все равно нужно понимать, что этап, когда ты накапливаешь свое тело, то он, ну, он неизбежен, если ты хочешь в этом чего-то достигнуть. Следующее- это у тебя должны быть цели по проекту, когда выходишь из него и до каких пор в него инвестируешь. Это пример, как я привел по биткоину, когда ты выбираешь себе там диапазон, да, вот я тогда выбрал 16-30 тысяч долларов, меня он интересует. Если он опустится сейчас ниже 30, я буду его покупать по любой цене. То есть я это сказал, что я набирал его в 16-30, это потому что он до 16 спускался. Если бы он спускался ниже, то я бы его обязательно ниже бы и добирал бы. Вот это не означает, что я выбрал себе 16-30. То есть конкретно по этому активу я понимаю, что там по любой цене его бы имело смысл набирать. Ну, опять же, если бы он сильно провалился бы, вот, допустим, у меня была ситуация по крипте такая. В какой-то момент я понял, что я уже инвестировал такую значимую для себя цифру и уже начинаю переживать. Я просто переключился с рынка криптовалют на рынок земли. И я пошел накапливать земли, увеличивать свой земельный банк. И накопив там достаточное количество земли, чтобы мне было комфортно, я вернулся снова в крипту, и это все еще был медвежий цикл. И я дальше продолжил себе накапливать, потому что я понимал, что у меня уже к тому моменту была и недвижимость, и земли, и фондовый рынок, и крипта. То есть даже если оно все соскамится, то у меня есть другие направления. А если пойдет рост, а рост пошел, то я, собственно, и дальше сижу в рынке и не прогадал. То есть я для себя понял, что мне важно соблюдать балансы. И для того, чтобы я досидел для нужных мне целей, до нужных цифр, чтобы и, ну, пойми правильно, если человек приходит с 100 долларами в рынок, и у него общий капитал 100 долларов, то он не досидит до 100 тысяч долларов. Психологически ему будет очень сложно уже на 1000 долларов, понимаешь? Когда человек приходит с капиталом в 100 тысяч долларов, то для него будет комфортно там, 1 000 000 долларов. Но 10 миллионов долларов он не знает таких цифр. Для него будет, и так далее, по нарастающей. Просто понимаю вот эту психологию, что нужны балансы, и их нужно соблюдать для того, чтобы ты заработал много допустим, в каком-то из направлений, ты должен перекрываться другими направлениями. Так вот, нужны цели по проекту, вот когда выходишь, когда заходишь, и это тебя будет стимулировать, и ты слишком много туда не заинвестируешь. Просто может оказаться, представляешь, скам, он падает, 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 падает. Ну и ты просто в какой-то момент понимаешь, что ты уже туда инвестировал достаточно, сколько бы ты хотел бы инвестировать. Все, оставляй этот актив, переходи к следующему, потому что можно в таком одном активе потерять все. Да, ты представляешь, у тебя есть другие активы, держатся по рынку примерно так, а этот проседает, он уже где-то вообще просел, и ты думаешь, вот это правило, которое, да, если дешево, значит хорошо, но оно не всегда так работает, да, иногда, даже зачастую лучше купить дороже хороший актив, чем дешево плохой актив. И этот просто дешевый актив, плохой актив, он тебя выбьет, обнулит весь твой портфель. И следующее – это нельзя лезть в инвестиции, когда скучно, и начинать ребалансировать портфель. Я так делал, я знаю, и это был один из первых портфелей, это был бычий цикл, когда я собрал портфель, и просто что-то скучно стало, что-то показалось где-то как-то что-то не так. Это история всем известна, кто хоть чуть-чуть побыл в рынке, начинаешь переливать с одного в другое, перелил с одного в другое, я уже об этом рассказывал, то, с чего перелил, то начинает расти, это начинает падать, и вот такие вот перекидки идут, и в итоге идет потеря на комиссиях, потеря в теле непосредственно самой инвестиции. И вообще мне стало интересно связать в какой-то момент свою жизнь с инвестициями. Мне интересно направление рантье, лендлорды. Лендлорды – это человек, который владелец земель, да, который получает аренду с земель. По сути, рантье – это тоже то же самое, да, можно сказать, что рантье – это человек, который живет с процентов от своих инвестиций, заработка от своих инвестиций.
от своих активов. Вот. Мне стало это интересно, и я начал это себе прививать в жизни. И это как мне когда-то было интересно быть предпринимателем, да, то есть мне в предпринимательстве стало понятно, что нужно для того, чтобы быть хорошим предпринимателем, определенные навыки. Ты начинаешь их приобретать, там, рекламу изучать, там, менеджмент и так далее, продажи, и начинаешь вот накапливать свои навыки. И в инвестициях, когда я пришел в инвестиции, я понял, я хочу стать инвестором. И я понял, что нужно мне для этого. И именно для этого мне вот и необходимо непосредственно умение работать с самим собой, психология. Э, когда скучно, вот это начинаются проблемы, когда ты начинаешь лезть, создавать себе интересные обстоятельства. Да, знаешь, когда скучно. В основном я понял, что когда начал разбираться в этой проблеме, я понял, что большинство людей, они создают себе проблемы, когда им реально скучно. То есть они начинают, сидишь, нечего делать, какая-то мысль приходит в голову, да, умная или не очень, и возникает какая-то серьезная проблема, которую потом люди там начинают разгребать годами, десятилетиями, а кому-то и жизнь ломает такая штука. Вот, поэтому вот относительно того, что было тебе скучно, занимай себя чем-то, ни в коем случае не допускай себя в рынок, когда тебе нечего делать для того, чтобы просто даже не приучать к себя к тому, что типа, знаешь, когда тебе стало скучно, ты полез там в социальные сети сразу, да? Или стало скучно, полез в инвестиции. Нельзя. Доступ закрыт тебе должен быть в этот момент, потому что ты начнешь видеть гениальные какие-то там сетапы, гениальные какие-то ходы, супер предложения, которые будут тебя приводить непосредственно к импульсивным решениям и будут включаться вот эти наши страх, жадность, эйфория, фомы, ЧСВ и так далее. Давай тезисно еще пробежимся. Если понимаешь, что проект скамится, просто выходи, не засиживайся в нем, не жди, пока он там достигнет каких-то безубыточных налей, да, для тебя, и просто дождешься того, что полностью соскамится весь проект, потеряешь не 10% от позиции, а всю позицию, да, Луна, яркий тому пример и так далее и тому подобное. Приходи в рынок только когда инвестируешь или забираешь прибыль. Говорили это раз в месяц, кратко просматривая проекты, на какой стадии. И это если мы рассматриваем инвестиции, то в данном случае не стоит там ежедневно прям находиться в этом инфополе. Конечно, если тебе интересно, то находись, но если ты рассматриваешь инвестиции сугубо как инвестиция, но у тебя есть ты не хочешь связывать полностью это со своей жизнью, раз в какой-то там энный период, месяц раз нормально, вот пересматривай, что, где, как происходит, просто достаточно там пролистать, создай себе инфополе определенное, может там телеграм-каналы, там на этот же канал, допустим, подпишись, и телеграм-канал обязательно подпишись. Создавай себе определенное инфополе, в котором ты будешь находиться для того, чтобы и понимать информацию. Вот у меня есть там ряд определенных моих друзей, знакомых, по которым я тоже отслеживаю ситуацию по рынку, плюс у меня куча подписок платных на всякие закрытые каналы, не для того, чтобы там по ним там работать, а для того, чтобы понимать ситуацию по рынку. Я зашел, посмотрел, мне достаточно там 15-20 минут в день, я буквально захожу, посмотрел, что как происходит, и все, и дальше занимаюсь своими делами, и понимаю, чем рынок дышит, где что, как и тому подобное. Вот, дальше движемся. Самое главное – это получай удовольствие от своих инвестиций. Как капитал работает на тебя, каждый доллар делает тебя более независимым, каждая минута работает на тебя. В общем, меньше движения, меньше отдаешь комиссии брокеру, а значит больше активов будет работать на тебя. Для инвесторов всегда время хорошее, сейчас не исключение, поэтому, чтобы не пропустить ничего важного, подпишись на мой телеграм, кстати. Сейчас я работаю над закрытым сообществом «Дневник активов», и для всех участников будут хорошие скидки для входа. То, собственно, как участие, когда ты участвуешь в IDO, да, когда ты инвестируешь на старте в проект, то же самое всех, кто будут сейчас в подписчиках у телеграм-канала «Дневник активов», все продукты, которые я буду выпускать, это будут непосредственно те проекты, в которых ты будешь получать бонус как первопроходец. Это очень важно, я считаю, потому что
первую очередь ты экономишь, соответственно, чем больше экономишь, тем больше ты можешь средств направлять в свои активы. Это я так зачитал, это мысли утренние, всегда утром просыпаюсь, какие-то мысли приходят, быстренько фиксирую. Ну и, собственно, одна из мыслей была записать это видео. Поэтому, друзья, давайте все подытожим. Нравится трейдинг, выдели маленький процент капитала для того, чтобы это было тебе реально там в удовольствие, а не стоило тебе какой-то ошибку, которую ты совершишь, чтобы это тебе не стоило всей твоей жизни. Да, фатальная какая-то ошибка приводит полностью к сливу всего бюджета. Разбирайся по чуть-чуть в проектах, варись понемножку в рынке, каждый цикл тебя усилит. Переживая медвежий цикл, ты понимаешь, что нужно делать в следующем медвежьем цикле. Бычий цикл переживая, ты теперь понимаешь, что не всегда все растет без остановки. В какой-то момент будет остановка. Соблюдай баланс, диверсифицируй свои риски, и тогда будет норм. Тогда ты не будешь сидеть, бояться, что взорвешься, и будешь тогда получать действительно максимум профита и максимум удовольствия от этого всего. А если попробовал и понимаешь, что трейдинг не для тебя, спекуляции не для тебя, ну, тоже поздравляю тебя, ты получил свой опыт, и ни в коем случае не жалей. Да, ни в первом случае, ни во втором случае не жалей того, что произошло, потому что, во-первых, ты уже не вернешь, да, время, а во-вторых, это инвестиция. Если в других проектах ты можешь потерять время, и которое не вернешь обратно, то в инвестициях это всегда сопряжено с финансовыми потерями. Мы работаем тут с деньгами. Тут, если у тебя удачно все складывается, ты зарабатываешь. Если неудачно, ты теряешь. Но в случае, если это инвестиции, то у тебя есть время для того, чтобы докупить. Да, если просело, то у тебя... Ты вообще, когда инвестор, у тебя все прекрасно. Рынок падает, офигенно, ты закупишься, классно. Рынок растет, все круто, у тебя идет рост. И важно еще, если ты хочешь сделать инвестиции, а все мы ради этого приходим как источник дохода своего, то ты должен четко себе отдавать понимание, что для этого нужно тебе собрать ту критическую сумму, которая будет тебя кормить с этого всего. Не наоборот, потому что наоборот как раз это открывается дверь вот в те проекты, в те скамные делишки, которые забирают у тебя средства, да, поэтому мыслим адекватно, потихонечку все преодолеем, ко всему придем, и вот тогда, когда рынок будет благоволить, собственно, забираем максимальный профит оттуда, переливаем в другие активы, и в любом случае просто занимайся анализом. Медленно, спокойно анализируй происходящее, и ты всегда будешь делать правильные выводы для себя. Если это будут неправильные выводы, ты снова проанализируешь и снова сделаешь, вот уже в конце концов сделаешь правильные выборы. Правильный выход найдешь для себя, потому что зачастую люди просто допускают одни и те же ошибки, ходят по кругу и не делают никаких выводов. Живут в одних и тех же ошибках. Да, классно, когда эта ошибка буквально там занимает там 3-5 минут, ты и время особо не потеряешь. Ну да, денег можно много за это время потерять, но тем не менее это короткий промежуток времени. А если ты совершаешь одни и те же ошибки, которые повторяются годами, да, на протяжении лет, и у тебя следующее окно, период, когда ты можешь понять, что ты совершил эту ошибку, и будет там через год, через 2, через 3, через 5 лет, то представляешь, ты и времени сколько теряешь, и денег теряешь. Не делай так, как делают все, и, собственно, на сегодня достаточно. Обязательно поставь лайк этому видео и подпишись на канал, и жду тебя в Телеграме, подписывайся там также. До связи.